Добрый вечер, мы возвращаемся, наши дорогие слушатели. Вы снова с нами, и вы можете смотреть и слушать бельгийский радиоканал «Радио Рубель». У микрофона Гончарова Ирина и моя коллега Анастасия. Добрый вечер. Добрый вечер. А у нас сегодня в гостях директор Рериховского центра Нидерланды Екатерина Ляхова, которая также является научным сотрудником Одесского дома-музея имени Рериха. Здравствуйте. Здравствуйте. И коллега, заместитель директора Константин Гилевич, который также является зав. Отделом Востока Одесского дома-музея Рериха. Как мы уже говорили, мы обещаем, выполняем наши обещания, расскажем вам то, о чем не рассказывает ни один гид по Бельгии. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, кофеек, вас ждут очень интересные новости. Почему мы решили начать цикл передач о Рерихе? Вы знаете, в последнее время особенно открываешь газеты и постоянно читаешь о том, что представители исламского государства опять где-то что-то взорвали, какой-то исторический культурный памятник. Но в то же самое время у нас в Бельгии это же происходит без взрывов. Я хочу вам напомнить, в то время как мы строили европейский квартал в Брюсселе, для того, чтобы построить все эти здания Европарламента, Евросоюза, Еврокомиссии, нам пришлось снести массу исторических зданий. И в историю, пожалуй, мы войдем не как центр Европы, а как благодаря тому, что архитекторы нас обозвали, есть такой термин брюсселизация. Это когда в угоду постройки функциональным зданиям сносятся здания архитектурные. Я напоминаю, что были снесены здания Виктора Орта, который является пионером модернизма, арт-нуво. Если вы думаете, что такое происходит только в Брюсселе, такое же примерно произошло у нас в Антверпене, когда для того, чтобы покрыть бюджет, был продан почти весь центр Антверпена, а музейные ценности были перенесены в башню, в эту страшную дозорную башню. О том, для чего нужно сохранять культурные ценности, как с ними нужно обращаться, об этом задумывался еще в прошлом веке Николай Рерих. И мы поэтому специально для вас пригласили представителей центра Рериха, чтобы они нам и рассказали о идеях Николая Рериха. Я передаю микрофон вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень благодарны Радио Рубель за такое любезное приглашение. Будем очень рады поделиться тем, что мы знаем, то, что мы любим. И действительно, мы встречаемся сейчас с вами в преддверии юбилея, 80-летнего юбилея подписания первого в истории правового документа Пакта о защите культурных ценностей, Пакта Рериха о защите культурных и научных ценностей во время войны и в мирное время. Дело в том, что действительно Николай Константинович Рерих явился инициатором подписания этого первого в истории правового документа, который должен был защитить культурные ценности. И об этом мы более подробно поговорим через неделю, расскажем об истории этого движения, мирного движения, культурного движения, которое очень тесно связано с Бельгией, потому что именно здесь, в Бельгии, прошли первые конференции, которые подготовили почву для подписания этого документа. Документ был подписан 15 апреля 1935 года в Нью-Йорке, и две конференции прошли здесь, в Бельгии, в Брюгге. И здесь, в Бельгии, существовал музей, посвященный мирному движению Рериха. И мы об этом поговорим в следующий раз. А сегодня нам бы хотелось рассказать больше о самом авторе этого пакта, о Николае Константиновиче Рерихе. И начать нам хотелось бы словами Святослава Николаевича Рериха, сына этого великого художника, потому что нам кажется, что никто не может сказать об отце лучше. И статья Святослава Николаевича так и называется «Слово об отце». Я прочту маленький кусочек из этой статьи. В старинных книгах часто упоминалось: «Счастлив тот, кто на своем жизненном пути может встретить мудрого старца». Старца, который и его направил бы на правильный, скорейший, кратчайший путь, и, может быть, устранил бы те трудности, которые перед ним будет ставить жизнь. В лице моего отца я встретил этого мудрого старца. Николай Константинович всегда думал, что в конце концов главная задача жизни – это самоусовершенствование.
искусство или какое-либо другое творческое достижение могут быть очень большими, но в центре внимания всего остается жизнь самого человека, его личность. Он считал, что его творческая жизнь, его искусство – это только пособники самосовершенствования. Он всегда работал над самим собой прежде всего. Он хотел подняться над тем, кем он был, и закончить свою жизнь более совершенным человеком. Часто нам задают такой вопрос: почему вы говорите именно о Рерихе? Ведь все-таки существует много других художников, деятелей науки, искусства. Почему мы говорим именно о Рерихе? Для меня отличительной чертой Николая Константиновича Рериха является именно эта главная нота его жизни, его стремление к самосовершенствованию и то, какой идеал он показывал в своей жизни. Действительно, идеал служения культуре, служения людям, потому что если мы посмотрим на то наследие, которое он оставил, оно огромно. Оно огромно во всех областях, во многих областях жизни. Вы знаете, я в свое время читала лекцию в Голландии для голландских слушателей, рассказывала им о Николае Константиновиче Рерихе, и рассказывала, они впервые слышали об этом художнике, я рассказывала, перечисляла кратко наследие, которое он оставил. И один из слушателей подошел ко мне после лекции и говорит: вы знаете, его универсальный гений, он похож на Леонардо да Винчи. Я была очень рада, я говорю: вы знаете, я не говорила этого, я имела это в виду, я хотела, чтобы вы сами сделали этот вывод. Потому что если мы говорим о Николае Константиновиче Рерихе, то мы должны сказать и о огромном художественном наследии. Большинству людей он известен прежде всего как художник. Он оставил более 7000 полотен. Ведь просто даже представить себе, что художник оставил такое огромное художественное наследие. И картины все эти хранятся в лучших музеях мира. И вы знаете, что сейчас творчество Рериха оценено в миллионы на аукционе Сотбис. Но он написал не только картины, это были и была ему монументальная живопись, то есть фрески, мозаики. Также Николай Константинович очень много работал в сотрудничестве с театром. Известны его совместные работы с Дягилевым, дягилевские сезоны. Работал и как иллюстратор, огромное художественное наследие. Также нужно сказать, что Николай Константинович Рерих был ученым. Если говорить об ученом наследии Николая Рериха, то, конечно, прежде всего приходит в голову его связь с археологией. Он был настоящим квалифицированным археологом, его любовь к археологии началась в юности, в детстве, можно сказать. Он совершал раскопки еще в детстве в имении своего отца. Собрал огромную коллекцию предметов каменного века, которая сейчас хранится в музеях, и в Музее археологического общества, и в Эрмитаже. Огромная коллекция Николая Константиновича Рериха. В археологии он также он предлагал новые концепции использования художественного творчества в работе археологов. Говоря о научном наследии, обязательно нужно сказать и, конечно, неповторимую, огромную по своей значимости трансгималайскую экспедицию семьи Рерих. Эту экспедицию прошла Елена Ивановна Рерих, супруга Николая Константиновича, и его старший сын. Они прошли по Нагорьям Тибета и Гималаев, по местам, где нога европейца практически не бывала до этого. Были собраны огромные и очень ценные коллекции, как предметов искусства, археологических предметов. Изучались сказания. Николай Константинович писал о том, что для него одним из интересов этой экспедиции было изучение переселения народов, та тема, которая всегда его влекла. И те богатейшие коллекции, которые были собраны, они послужили основой работы Института геоморских исследований Урусвати, который по окончании экспедиции был открыт и работал в Индии, где семья Рерихов прожила долгое время. Институт
Работа Института Урусвати до сих пор требует исследования. Она очень мало известна, но ценности, которые были, ценные научные открытия, которые были сделаны этим институтом, невозможно переоценить. Этот институт работал в двух направлениях. Это были и точные науки, то есть это была биофизика, и медицинские исследования, и метеорология, и астрономия. Институт базировался в Гималаях на большой высоте, и поэтому эти исследования находились в этом месте. Также это была археология и лингвистические исследования. То есть это ценность этого института, еще раз повторю, до сих пор еще не оценена. Конечно же, говоря о культурном наследии Рериха, мы говорим о пакте о защите культурных и научных ценностей. За свой вклад в мирное движение Николая Рериха представили к Нобелевской премии мира. Говоря о культурном наследии, обязательно нужно сказать и множество культурных организаций, которые Николай Рерих основал. В Нью-Йорке был создан музей творчества Николая Константиновича Рериха. Этот музей являлся настоящим музеоном, то есть под одной крышей в 29-этажном особняке находились и музеи, и библиотеки, и театры, и мастерские художников. То есть это были настоящие школы различного направления, театральные, музыкальные. То есть в одном Институт объединенных искусств, то есть под одной крышей находились множество культурных организаций. Скажите, а сейчас это по-прежнему существует? Да, этот музей Николая Константиновича Рериха существует больше, чем один в мире. Нью-Йоркский музей Рериха сейчас существует в другом здании, не в первоначальном особняке. К сожалению, первоначальное здание было утеряно, так же, как и огромная коллекция, которая была подарена Николаем Рерихом американскому народу, коллекция картин, коллекция предметов искусства индийского. Однако музей был восстановлен, музей был открыт и существует сейчас. Сейчас это 5-этажный особняк, который тоже работает и привлекает множество посетителей. И он также имеет огромную коллекцию картин. Также музей Рериха есть в Москве, Международный центр Рериха, есть музей-институт семьи Рерихов в Петербурге. И, конечно же, я должна рассказать о музее, из которого мы приехали. Мы много лет являемся сотрудниками Одесского дома-музея имени Рериха. Наш музей существует сколько? Сам музей с 2000 года, но вот в этом году такое было знаменательное событие, потому что обществу Рериха, Одесскому обществу Рериха, из которого музей, в общем-то, черпал истоки, вот в этом году 25 лет. Поэтому в этом году, в общем, такой для нас большая веха. Ну и для нас с Екатериной тоже, потому что мы более 20 лет сотрудничаем и до сих пор являемся научными сотрудниками и помогаем. Ну и фактически, если вот говорить и о Нидерландах, то наш Рериховский центр был учрежден Одесским музеем Рериха. Это произошло 24 июля 2012 года, и мы вот, хотя мы и раньше выступали, но вот так уже организовались формально мы вот почти 3 года назад. И, конечно, у нас есть разная работа, разное направление деятельности. Мы занимаемся изучением материала, мы занимаемся тем, что делаем переводы, мы помогаем и нашему Одесскому музею Рериха. Так что, если ты говоришь о нас, то вот музей открыт в 2000 году был. Спасибо. Итак, мы снова к вам возвращаемся и слушаем продолжение интересного рассказа. Мы говорили с вами о том наследии, которое оставил Николай Рерих. Мы остановились о больше широкой культурной деятельности Николая Константиновича. Множество последователей Николая Рериха есть в мире, было в мире и сейчас есть. В мире было основано множество обществ друзей музея Рериха, и главной целью их была пропаганда идей, донесение до людей идей Николая Константиновича Рериха о культуре, о важности культуры, потому что именно в культуре Николай Константинович Рерих
видел панацею от всех болезней, которыми больно человечество сейчас. Нужно сказать, что Николай Константинович также внес большой вклад в педагогику. Он и в период своей жизни в России работал в Императорском обществе поощрения художеств. Он был директором Императорского общества, школы общества поощрения художеств. И нужно сказать, что в этой школе он работу этой школы поставил на новые рельсы. И это была его первая попытка создать такую школу объединенных искусств. И в полной мере это было осуществлено уже в Нью-Йорке, где был основан Николаем Рерихом Институт объединенных искусств, мастер Института объединенных искусств. И этот институт под одной крышей объединял и музыкальное образование, театральное образование, художественное образование. То есть то, что сейчас для нас кажется естественным, во многих областях жизни Николай Рерих был пионером. Также нужно сказать и о литературном наследии Николая Константиновича. Более 27 томов Николай Константинович Рерих оставил. Это и эпистолярное наследие, это и эссе, это и сказки, и легенды записанные. И нужно сказать, что если говорить о удивительных листах дневника, которые Николай Константинович записал, что можно сказать? Это кристально ясная мысль. Николай Константинович записывал мысли на определенную тему. Чаще всего он ставил перед собой цель записать это на одной странице. Но что еще удивляет? Его необычайно доброжелательный взгляд, его добрая память о всех тех людях, с которыми он встречался. Если мы читаем дневники очень многих современников Николая Константиновича Рериха, то по прошествии годов мы видим какие-то склоки, какие-то ссоры, но в тех дневниках, которые оставил Николай Константинович Рерих, мы видим только добрые воспоминания и какие-то добрые слова, слова приветствия тем людям, с которыми Николай Константинович проходил жизнь. Конечно, нужно сказать, что Николай Константинович очень любил Россию. Его первая, большая часть жизни прошла в России. Почему-то все всегда считают, многие считают, что Николай Рерих больше связан с Индией, чем с Россией. Николай Константинович уехал, покинул Россию, когда уже был взрослым, состоящимся человеком. И если говорить об искусстве, то его удивительные русские циклы, его картины, которые открывают перед людьми удивительный мир Древней Руси, эти картины не только русским людям открывают этот мир, но и людям Запада. Нужно сказать, что его выставки проходили в музеях мира, в музеях Европы, Америки с необычайным успехом. Ну, когда ты говоришь о необычайном успехе, нужно вспомнить вот первую выставку, которая происходила в Соединенных Штатах и Америке, куда он был приглашен с большим туром. И вот мы всегда спрашиваем, как вы думаете, сколько человек пришло на открытие выставки? Ну, вот такой вопрос. Угадайте, сколько человек пришло на открытие выставки русского художника, который вот впервые приехал в Америку? И не было интернета, не было Фейсбука. Не было интернета, не было Фейсбука. Сколько человек пришло? Сколько? 100. 100. Сколько? Нет, больше, я думаю, больше. 102? Человек. Нет, почему? Еще больше. Ну, совершенно, приехал какой-то русский. Ну, не знаю, человек 500. 500. Ну, нет? Ну, Значит, на открытие выставки в Америке пришло 10 тысяч человек. То есть я ближе была все-таки. 10 тысяч человек. Ну, Можете как себе представить? это? Потому что никогда не было русского искусства, потому что были совершенно потрясены красками, картинами. Те, кто были там, говорили, что это произвело такое впечатление на всех людей, что писали газеты, потом был большой тур по всей Америке, не только с картинами, но и с лекциями. И вообще он открыл, фактически принес русское искусство и русскую культуру в Америку вот 20-е годы. Да. То есть 10 тысяч человек.
Я думаю, что картины Николая Константиновича видели во время этих туров куда больше людей, потому что действительно, я вам расскажу, какие очереди стояли в Одессе, когда картины Рериха привезли туда после достаточно длительного перерыва. Это было в 1993 году. В художественном музее Одессы проходила выставка, и нам посчастливилось, эту выставку открывал и привез в Одессу ученик Николая Константиновича Рериха, Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий. Он открывал выставку своего учителя и выставку своих работ. Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий – удивительный человек, который положил основу нашего музея, Одесского музея, подарил огромную коллекцию своих картин. И тогда он говорил, что это моя встреча с учителем, которая состоялась после столетней разлуки. Единственная личная встреча была в 1926 году, и больше вживую они не виделись. И огромные толпы стояли перед музеем, стояли часами, ждали ради того, чтобы зайти и увидеть картины Рериха. Чем же притягательны так картины Рериха? Здесь хочется сказать, что нельзя, опять же говоря об искусстве, нельзя говорить об искусстве отдельно и о личности человека отдельно, потому что личность человека, его качество его души отражается в картине. И Николай Константинович говорил о том, что красота искусства является лучшим врачевателем, потому что в каждом мазке, как Святослав Николаевич Рерих, художник, сын Николая Рериха, он любил цитировать слова Рембрандта, которые он говорил на встрече с Лейбницем. Он говорил о том, что когда-нибудь люди научатся расшифровывать и увидят, что в каждом мазке моей картины вы можете увидеть ту силу, ту душу, которую я вложил в эту картину. Поэтому та невероятно высокая и чистая душа, которая творила душа Николая Константиновича Рериха, безусловно, это чувствуют душу, чувствуют люди, которые приходят и смотрят картины. Если говорить о творчестве Николая Константиновича, множество различных циклов вы можете увидеть. Вы можете увидеть действительно картины, которые показывают нам жизнь древних славян. Вы можете увидеть прекрасные картины, изображающие древних святых. Также известны картины, показывающие жизнь Индии, так любимой Рерихами, в которой Рерихи прожили большую часть своей жизни. Также удивительные картины серии «Знамена Востока». На этих картинах Николай Рерих изображает великих учителей человечества, философов, основателей религии. Они проходят перед нами как панорама, как самые лучшие достижения человечества, те, кто учат людей возвышенным мыслям, лучшему стилю жизни. И здесь я возвращаюсь к той идее, о которой говорил сын Николая Рериха, о самосовершенствовании. Это было главной нотой жизни Николая Константиновича. Ведь еще будучи совсем молодым человеком, юношей, он считал, что его совершенствование самое главное для него. Он хотел основать кружок, в котором должна была быть кружок изучения самых различных тем. Своей будущей жене Елене Ивановне Рерих он говорил: как же много мы с тобой сможем учить и как многому мы сможем научиться. Николай Константинович говорил о том, что культура, искусство должны войти в повседневный обиход. И именно культура и искусство могут возвысить и объединить, и улучшить человечество. Он говорил о том, что, я маленькую цитату вам прочитаю: «Культура должна войти в ближайший каждодневный обиход, как хижины, так и дворца. В этом очищенном мышлении понятно станет, где оно самое нужное, неизбежное, и где лишь наносы приходящих волн. Как благостно касание крыла культуры,
благословляющего колыбель на подвиг, несущего отходящего спутника в просветленном сознании. Действительно, Николай Рерих говорит о том, что культура есть почитание света. Он так понимал этот термин. Он переводил два корня – культ ура, культ света. На вопрос, в какой стране вы предпочитаете жить, он отвечал – в стране культуры. Ваши лучшие помыслы чему принесете? Культуре. Чему посвятите ваши просвещенные труды? Конечно, культуре. Чем вы обновите ваше сознание? Победным светом культуры. И здесь Николай Константинович говорит: не потрясатели ли вы? В постоянных трудах мы не имеем времени для потрясений. Мы строим. В положительном утверждении и познании мы стремимся улучшить и украсить жизнь земную. Прекрасные слова о культуре, но нужно еще вот что сказать, что Николай Константинович говорил о том, что к культуре самой нужно прийти. Существуют ступени, и эти ступени, как те небольшие маленькие шажки, которые нужно сделать. И начать нужно с образованности. Ну, первое будет невежество, а потом уже будет образованность. Когда следующая ступень после образованности будет интеллигентность. Но интеллигентность сама по себе тоже должна быть окрашена неким огнем духовности. И лишь после этого мы приходим к синтезу культуры. То есть это такие шажки, ступеньки, и только идя по ним, да, человек может прийти и понять, потому что, ну, кстати, одно из самых известных изречений Рериха, немного перефразировав Достоевского: «Осознание красоты спасет мир». Что просто красота, если она неосознанна, мы пройдем мимо, мы ее не увидим. Поэтому эта красота внешняя, внутренняя должна быть человеком осознанно понята и применима в жизни. Мы снова возвращаемся в студию и продолжаем нашу беседу с Константином Гилевичем и Екатериной Ляховой. Мы хотели еще рассказать несколько слов о семье Рерихов, потому что, конечно же, Николай Константинович, нужно сказать, что семья Рерихов, все члены ее были удивительными людьми. И хочу сказать несколько слов о супруге Николая Константиновича Рериха, Елене Ивановне Рерих. Она была удивительной женщиной, и Николай Константинович всегда говорил о ней только в превосходных степенях. Он называл ее другиней, спутницей, называл ее вдохновительницей, Ладой, и говорил, что посвящал ей картины. Несколько картин, которые посвящены Елене Ивановне, называются «Ведущие». И вы можете увидеть эти картины. Вы видите женскую фигуру, которая ведет в горах, ведет фигуру мужчины, который хватился за край женской одежды. И Николай Константинович говорил о том, что его супруга Елена всегда была для него такой ведущей, такой вдохновительницей. Двое детей было у Николая и Елены Рерих. Юрий Николаевич Рерих, известный востоковед, знаток многих очень малоизвестных восточных языков. Юрий Рерих, единственный член из семьи Рерихов, вернулся в Россию и, можно сказать, что по сути восстановил школу востоковедения в России. Святослав Николаевич Рерих, известный художник, много лет прожил в Индии, женат на Девике Рани, внучатой племяннице Рабиндраната Тагора. И Святослав Николаевич очень много внес для дружбы России и Индии, большой вклад. А также он был тем человеком, который вернул творчество Николая Рериха в Россию. И нужно сказать, что все члены, все были очень высоко образованы, и все четверо творили вместе, все служили человечеству, все приносили свои дары в полной самоотдаче.
Еще раз хочу вернуться к связи России и Индии. В России прошла большая часть жизни. Индию Николай Рерих очень любил. Мы говорили о трансгималайской экспедиции, в которой были собраны невероятно ценные произведения искусства, где было написано много ценных полотен. Очень многим людям известен Николай Рерих как певец Гималаев, и его супруга говорила о нем, что не будет больше такого певца гор. Я была в Кулу, в Индии, в имении Рерихов, там, где они прожили свою последнюю часть жизни. Николай Константинович Рерих ушел из жизни в долине Кулу. И видела, как нескончаемым потоком идут индусы в музей Рериха, с какой радостью они смотрят картины Гималаев, и говорят о том, что именно Николай Рерих смог так изобразить, так показать красоту этих удивительных горных вершин, тех вершин, которые призывают человеческий дух, эту красоту, призывают человеческий дух к совершенствованию. Но, конечно же, Николай Константинович всегда любил Родину, всегда хотел вернуться и ушел из жизни он тоже в сборах на Родину в 1947 году. В своем завещании он говорил: «Собственности у меня нет, но вот что завещаю всем. Любите Родину, любите народ русский, любите все народы на необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и все человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать ее. Пусть познавание чужих стран лишь приведет к Родине, ко всем ее несказуемым сокровищам. Полюбите Родину, и она вас полюбит. Мы любовью Родины богаты». Действительно, нужно сказать, что Николай Константинович знал и любил Родину. Он много путешествовал, он знал историю страны, и именно он мог с полным правом говорить о том, что любит и знает Россию и служит для того, чтобы Россия расцвела, и образ России был донесен до западного и до индийского зрителя. К сожалению, наше время подходит к концу. И чем больше лично я слушаю, у меня еще больше появляется вопросов. Я думаю, Настя, у тебя еще тоже был вопрос. Да, у меня был вопрос. Как Рерих связан с Петербургом? Меня всегда это очень интересовало. И вот, пожалуйста. На самом деле Рерих родился в Петербурге на Васильевском острове. Там прошли его юные годы, там была гимназия Мая, там был отец, известный нотариус. Ну и, кстати, очень патриархальный уклад жизни. Отец хотел, чтобы сын тоже, как и отец, стал юристом, а сын хотел стать художником. Вопрос решился очень просто. Николай Константинович одновременно поступает и в Академию художеств, и на юридический факультет. Далее он еще слушает лекции на историческом факультете и получает, конечно, совершенно изумительное, роскошное, большое образование, разнообразное. Его работу дипломную «Гонец. Восстал род народ» из серии «О Древней Руси» приобретает Третьяков. С этой работой он едет к Льву Николаевичу Толстому, который ему дает такой завет: пусть ваш гонец правит высоко, иначе течение все равно снесет. Вот, так что Петербург, конечно, и в Петербурге, но уже не в Петербурге, а рядом он встречает Елену Ивановну Рерих, которая тоже родилась и жила в Петербурге, которая, кстати, принадлежала к древнему роду Голенищевых-Кутузовых, и одним из родственников ее был композитор Мусоргский. И, конечно, это был совершенно изумительный брак. В 1901 году они поженились, и потом
И, кстати, Елену Ивановну никто не понимал, это были раскопки, они после женитьбы путешествовали по Золотому кольцу России, Елена Ивановна снимала фотографии, ее никто не понимал, потому что, конечно, это дворянское происхождение, это Балы, ее сверстница, она вместе с мужем на раскопках в Новгородской губернии, кстати, до сих пор вещи, предметы, которые Николай Константинович собрал на раскопках, они до сих пор хранятся в Эрмитаже, их можно там увидеть. Там же на раскопках в 1902 году в селе Акуловка появился и сын, старший Юрий Николаевич. Так что, конечно, Петербург. И мы с Екатериной тоже были в Петербурге вот почти 14 лет назад. И нам, знаете, посчастливилось, мы остановились на реке Мойки, на 5-м этаже, где была гостиница Союза художников. Мы жили в гостинице на 5-м этаже, а на 3-м этаже была квартира Рериха, где он жил, и где вот в то время, когда они жили на реке Мойки, располагалась квартира. Кстати, есть и фотография мира искусства, всех художников, деятелей мира искусства, куда входил Николай Константинович. Есть фотография вот как раз вот сделана в этой квартире. Ну и потом, конечно, долгие годы в Петербурге Екатерина уже упоминала школу общества поощрения художеств, где он был. Кстати, можно еще говорить о том, что в Академии художеств он учился в студии Архипа Ивановича Куинджи. Если говорить о Петербурге, то, конечно, можно вспомнить еще и известного святого Иоанна Кронштадтского. Иоанна Кронштадтского, который тоже был близок к семье, и который когда-то дал такое напутствие Николаю Рериху: не болей, придется много для Родины потрудиться. Вот такое напутствие дал теперь уже известный русский святой Иоанн Кронштадтский. Потом, конечно, годы, вот Екатерина вскользь упомянула, конечно, это были годы огромного труда, огромной большой общественной работы, и не только общественной работы, но и сотрудничества со многими деятелями искусств. Вот, например, говоря о театральных работах, это вообще отдельная большая тема, Рерих и театр. Нужно вспомнить, что, например, «Весна священная» Стравинского – это не только декорации, это не только изумительные костюмы, но это еще и либретто, которое Николай Константинович писал вместе со Стравинским. И, конечно, тот фурор, который произвела и опера, и костюмы в Париже, наверное, искусствоведы знают и помнят до сегодняшнего дня. Ну а потом была работа, и так оказалось, что по состоянию здоровья Николай Константинович, вот я возвращаюсь к биографии, оказался в Сердоболе, а потом уже, когда после революции эта часть оказалась оторвана от России, и так он оказался отрезанным за рубежом. Он говорил, что я никогда не уезжал. У него, кстати, всегда был даже старый российский паспорт. Я всегда путешествую, так он говорил. Да, вот всегда оставаясь в душе, даже в Индии, русским человеком. А потом было приглашение выставки и спектакли в Ковенгардене, и Швеция вначале, потом Дания, потом Лондон, а потом Америка, вот та выставка, о которой я вам говорил. Ну а потом ждала Индия, и приезд в Индию, и Центральная азиатская экспедиция. И уже после экспедиции Института Русвати и долина Кулу, долина Тысячи Богов. Но, кстати, мы упоминали эту удивительную долину и те исследования, которыми занимался Институт гималайских исследований Русвати. И одно из направлений деятельности было изучение сбор растений, которые были против рака. Обратили внимание, что вот в такой долине люди практически не болеют раком. И вот до сих пор, и очень много производилось исследований. К сожалению, Институт Русвати после войны в большей части был законсервирован, и только сейчас предпринимаются попытки систематизации материала, работы над этим материалом. И сейчас ученые обращаются, ведь тогда они работали с крупнейшими учеными.
Да, и Эйнштейном, и Меликеном, и Свеном Гединым, и с нашим Николаем Вавиловым. То есть это было настоящее научное учреждение. Нужно сказать, что мне, как ученому, было очень интересно изучать материалы и те периодические издания, которые... Если позволите, я сделаю вставку. Я хочу сказать нашим слушателям, что Екатерина Ляхова является физиком, помимо всего прочего, что я перечислила в начале программы. Да, я являюсь физиком, работаю по специальности и в свободное время делаю то, что... То, что вы делаете. Что вы любите. Делаю то, что я делаю. Дело в том, что, вы знаете, мне чем был очень интересен институт Урусвати, кроме всего прочего. В институте он находился в уникальном месте, и в нем находились... были возможности проводить уникальные исследования по географии, по положению. То есть здесь и метеорология была удивительная, высоты, и археология была удивительная. Но принципы работы этого института были такие. Для определенного проекта были создавались временные группы ученых из разных институтов. Проводилось исследование, они приезжали в эту станцию и разъезжались по своим институтам, развозя материалы. Сейчас в научном мире такой подход, такой метод работы широко применяется. Но тогда, в самом начале века, в середине века, это было очень новое и абсолютно неизвестная такая форма работы. Что еще нужно сказать? Конечно, проводились и дополнительные экспедиции в институте Урусвати. Николай Рерих проводит также экспедицию, кроме Центральноазиатской экспедиции. Николай Рерих проводит экспедицию в Маньчжурии, где собираются семена засухоустойчивых растений. И в институте Урусвати также изучается, проводятся медицинские исследования, как говорил Константин, но также изучаются уникальные свойства тибетской медицины, потому что, опять же, западная медицина очень немного знала и могла узнать о тех свойствах тибетской медицины, которые закрыты западному человеку, не знающему ни языков, не знающего восточных языков, не знающего методов, не имеющего подходов к людьми, которые владеют этим знанием. А Юрий Николаевич Рерих знал языки, имел подходы, и с ним говорили, им открывались, и вообще экспедициям Рерихов открывались двери таких монастырей, которых ни один европеец никогда до тех пор не побывал. И этим также есть уникальное научное наследие Николая Рериха. На этом я предлагаю меня извинить, потому что я сразу открою секрет. У нас планы есть сделать несколько передач. Мы, конечно, не можем уложиться в эти несчастные 30 минут, к сожалению. Да, к сожалению. Поэтому мы приглашаем всех снова в следующее воскресенье, потому что мы пока не очень ответили на вопрос о связи Рериха и Бельгии. И к этому мы обязательно вернемся в следующее воскресенье. Приглашаем вас еще раз послушать. И я уверяю вас, что многие факты, которые нам расскажут Екатерина и Константин, вас очень сильно удивляют. Всем спасибо. Спасибо. Всего доброго. За внимание.